Гоша и Макс были лучшими друзьями, так еще и двоюродными братьями. Мама Максима был на 2,5 года старше мамы Гоши. Ребята же были одного возраста. Семьи жили вместе в одном доме. Жили они дружно, никогда не ссорились, парни даже поступили в один институт. Почти все свободное время они учились. Женщины были счастливы, что их сыновья так дружат, если бы не одно большое «но», о котором знала только мама Макса, Анастасия. Однажды, идя с работы, Настю сбила машина. Она была в критическом состоянии. Скончалась через 2 дня прямо в больнице. Макс и муж Насти сильно горевали. Всех поразила странная реакция Ксюши, родной сестры покойной Насти. На прощание с девушкой она вообще не мигала и не подавала никаких эмоций. После произошедшего семьи стали меньше общаться. Через пару месяцев Гоша и его семья и вовсе переехали в другой дом. Но этот переезд не повлиял на дружеские отношения братьев. Они также ходили вместе в институт, часто общались. Потом все резко изменилось. Гоша полюбил девушку, которая училась в их институте. Через некоторое время он сделал ей предложение. Это не обрадовало Макса, так как у него были планы по поводу их совместной работы с Гошей. Ксения Андреевна тоже не особо была рада этому, так как не любила спешку в таких делах. Но после знакомства с Дашей, невестой Гоши, Ксения Андреевна изменила свое мнение по поводу нее. Она была очень похожа на нее, женщину это радовало. После экзаменов они официально поженились. Ребята все же открыли свою фирму, Макс был главным. Сначала все было очень тяжело, так еще и Даша забеременела, Гоша почти отошел от дел. Когда у них родился сын, им выдали 2-комнатную квартиру. Но и это не все. Покойный дедушка Гоша оставил внуку свой ресторанный бизнес. После этого он занялся им, полностью закончив свою работу с братом. Макс же, в свою очередь, не планировал жениться. Он полностью погрузился в работу. Прошло много времени. У Гоши постепенно рос сын, а Даша мечтала об еще одном ребенке. Братья уже практически не общались. Однажды утром Гоша приехал на фирму к брату. Он попросил избавиться от Даши. Макс сначала вообще ничего не понял. Оказывается, Гоша полюбил другую и, соответственно, разлюбил Дашу. Не было смысла отговаривать Гошу, он уже все твердо решил. Однажды днем, когда Гоша изучал какие-то бумаги на работе, к нему подбежал один из сотрудников ресторана, сообщив, что пришла какая-то пожилая женщина. Оказалось, это была мама Гоши, которая до этого ни разу не приходила в это заведение. Ксения Андреевна сидела за столиком и пила чай. Через какое-то время к ней подошел ее сын. Как позже выяснилось, она пришла, чтобы поговорить об его измене. Об этом она узнала от Даши. У них завязался конфликт, вот тут-то женщина и проболталась. Как оказалось, Гоша и Макс были не двоюродными, а родными братьями. Гоша был шокирован этой новостью. Анастасия, ее родная сестра, призналась ей прямо перед своей гибелью. Ксения никому об этом не рассказывала, даже своему мужу. Гоше стало противно от самого себя. Он наконец осознал, что любит Дашу больше всего на свете. Этим же вечером он направился к ней, по дороге купив цветы и конфеты. Девушка ждала его, она была надета в нарядный костюм. На столе был ужин. Подойдя к Даше, он обнял ее. Тогда-то он и понял, что кроме нее он никого по-настоящему не любил. Они оба заплакали и поняли, что будут жить счастливо. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.